Всем привет, с вами Елена и это канал Вот бы мне. Друзья, в комментариях много вопросов на тему приглашений на собеседование. Это и понятно, ведь процедуру запроса и проверки сканов отменили, и теперь пригласить на интервью могут буквально каждого, причем практически когда угодно. И вот как теперь быть? Когда ждать приглашения именно в вашем случае? Имеет ли теперь значение, когда вы отправили форму DS-260? Отправляли вы сканы или нет? И проверили их до этой процедуры или нет? А кроме того, вернутся ли назначение интервью к привычной очереди по номерам кейса и визовому бюллетеню, и где еще можно смотреть статус вашего кейса, если вдруг переживаете, что сообщение с приглашением могло не дойти или попасть в папку спам и так далее. На все эти вопросы я и постараюсь ответить в этом коротком видео. Итак, поехали! Сразу хочу сказать, что абсолютно точную информацию о том, как все будет теперь работать, не сможет дать вам никто. Последние годы после начала пандемии работа консульского центра в Кентукки и посольств США в разных странах в основном происходит максимально хаотично и непредсказуемо, а еще чаще не происходит вообще. В прошлом году они месяцами не рассылали приглашения, а потом в последние несколько недель разослали сотни писем с нарушением собственных инструкций и запросив и не проверив сканы у некоторых победителей, даже когда эта процедура все еще существовала, и не оставив даже недели на подготовку к собеседованию. Хотя по нормальной схеме приглашения отправляли за 3-5 недель до назначенной даты, чтобы была возможность подготовить все документы, пройти медосмотр и, если необходимо, приехать на собеседование в другой город или даже страну, не в попыхах, а в нормальном режиме. Я все это к тому, что ожидать от них можно буквально чего угодно. Так что лучше подготовиться ко всему максимально заранее и быть готовыми в любой момент. Дальше, на все остальные нюансы можно попробовать взглянуть с логической точки зрения, и, возможно, она окажется самой правильной. Так, например, несмотря на то, что процедура проверки сканов больше не является частью процесса для назначения интервью, можно предположить, что в первую очередь по большей части все-таки приглашения начнут получать те, чьи сканы уже были проверены. Ведь их кейсы, грубо говоря, лежат уже в последней папке, которую вот-вот отправят в посольство, где уже и назначат интервью. Да, в первые дни после отмены сканов приглашения получили и те, кто сканы еще даже не отправлял, а номера кейса довольно высокие. Но я думаю, все эти процессы понемногу придут в норму, и все будет иметь какую-никакую систему. Из этого следует и то, что по логике номер кейса снова будет играть важную роль. Конечно, если форму DS-260 вы отправили вовремя. И чем номер кейса выше, тем позже вы получите приглашение на интервью. Опять-таки с логической точки зрения. Кроме того, визовый бюллетень снова будет иметь значение, и если вашего номера в актуальном бюллетене, например, на январь, все еще нет, то на приглашение как минимум до февраля или до того момента, когда ваш номер там окажется, рассчитывать не стоит. Если кому-то, а точнее большекейсникам, такая система придется не очень кстати, то в глобальном смысле нормализация процессов и восстановление очередности, конечно, сыграет на руку всем. Ну и последний на сегодня момент. Как узнать, что вам уже назначили интервью? В первую очередь на электронный почтовый адрес, который вы указывали при регистрации на участие в лотерее, придет письмо уведомления. В нем будет написано, что этим письмом вас информируют о том, что статус вашего кейса был обновлен, и более детальную информацию вы сможете проверить на сайте dvprogram.state.gov, используя свой номер подтверждения для входа. То есть вам будет необходимо зайти на тот же сайт, где вы регистрировались для участия, и потом проверяли результаты. Но теперь, если ваше интервью уже было назначено, то вместе с информацией о том, что вы выиграли, будет подробная информация о дате и месте проведения вашего интервью. Более детально о том, как попасть на эту страницу, мы рассказывали в другом видео. Воспользуйтесь инструкцией из него в случае необходимости. Ссылка будет в описании. Так что по факту, если вы переживаете, что письмо с приглашением по какой-то причине могло не дойти или попасть в спам, можете периодически проверять свою страницу на сайте DV Program, и тогда вы точно не пропустите интервью, когда оно будет назначено. Ну а на сегодня все, друзья. Если информация была полезной и познавательной, поддержите наш проект. Подпишитесь на канал, подключите уведомления, поставьте лайк и поделитесь этим видео с друзьями. А если у вас остались вопросы к нам, смело задавайте их в комментариях. Каждую неделю мы делимся полезным контентом, так что зовите друзей и оставайтесь с нами.